А что там с UFL? Она не оправдала ожиданий, игра закрылась, потерпела неудачу и про нее все забыли. На самом деле ситуация обстоит намного радужнее, чем можно было бы предположить, несмотря на то, что вроде как игра немножко выпала из информационного поля. Тем не менее, она продолжает существовать, она все еще наращивает свои планы и в принципе поддерживает активную жизнь в своем комьюнити. Поэтому сегодня давайте ненадолго обратимся в стан уже новоиспеченных конкурентов, посмотрим, как у них обстоят дела, и ознакомимся с самыми ключевыми событиями, которые происходят у UFL на данный момент. Все мы с вами знаем, что если копить монеты в eFootball, то все равно не удастся выявить желаемого эпика. А поэтому, если вам необходимо приобрести монеты для eFootball Mobile, то вам на PlayRock. PlayRock — это маркетплейс товаров и услуг. Помимо приобретения желаемого товара, вы также можете предложить свои товары и услуги. А выводить средства с их сайта стало еще выгоднее, нежели раньше. И теперь комиссия с вывода снижена с 10% до 5 или 6% в зависимости от выбранного вами способа. Приобрести любой интересующий вас товар можно быстро и, самое главное, легко. Выбираем удобный способ и оплачиваем в пару кликов. Все происходит быстро и, самое главное, безопасно. Помимо всего прочего, на PlayRock постоянно проходят розыгрыши, поэтому переходите по ссылке и закупайтесь по лучшим ценам. Самый главный момент, который стоит уяснить касаемо UFL и ее жизнедеятельности, она все еще продолжает существовать и в принципе существует более чем неплохо. Аудитория у нее постепенно накапливается, несмотря на то, что ажиотаж после первого релиза по сути спал, тем не менее аудитория она так или иначе, но обзавелась. Не сказать, что много блогеров возникло, точно так же как и стримеров, но тем не менее есть энтузиасты, которые поддерживают интерес к игре. И в частности, точно так же как и FIFA, и eFootball, UFL потихоньку обзаводится собственной базой данных, которую неравнодушные игроки поддерживают в рамках отдельного хаба. Каюсь, не смогу сейчас точно назвать, как называется это приложение, но по сути у игроков UFL появился свой аналог eFootball Hub, в котором они могут ознакомиться с представленными карточками, имеющимися скиллами у футболистов, с различными характеристиками в зависимости от скина той или иной карточки, и в общем-то вся информация, связанная с цифрами, с характеристиками, она собрана в одном конкретном месте. Что на самом деле здорово и в лишний раз показывает, что у столь молодого проекта, которому еще работать и работать, тем не менее есть неравнодушные пользователи. Также не так давно, где-то в конце зимы, в начале весны, у игры проходил бета-тест на ПК, то есть игра потихоньку заходит на новый рынок, по сути, на новую платформу после релиза на консолях нового поколения. К счастью или к сожалению, не знаю как уж точно, информации про игру на консолях старого поколения ничего не слышно. Ожидается на них ли бета-тестирование, ожидается ли игра в целом на этих уже по сути устаревших консолях, но сам факт, что про ПК разработчики не забыли, они пытаются игру настроить и соответственно делают первые шаги в этом направлении. Сама же игра по своей сути глобально не изменилась, все такой же аркадный геймплей, все такая же графика, но отмечается, что с каждым обновлением разработчики так или иначе привносят небольшие графические изменения. Знаете, как происходит у Konami и их eFootball. Небольшое изменение там, небольшое изменение здесь, в то время как глобальные изменения где-то, в недалеком будущем. Касаемо функционирования игры, буквально-таки в начале месяца у них стартовал новый сезон, в то время как Konami и eFootball отказались от системы сезонов в своей игре, поскольку данный подход ограничивает Konami в рамках конкретного контента на протяжении нескольких месяцев. У UFL и Strikers система сезонов только набирает обороты. И вот по сути в начале этого месяца в игре стартовал второй сезон. Из ключевого, что с собой должен привнести и уже привнес второй сезон в UFL, отмечается, что разработчики привнесли изменения в игровой процесс, в частности взаимодействие искусственного интеллекта. Также ожидается или уже был введен режим PvP драфта, более продвинутый режим игры против искусственного интеллекта, рейтинговый кооп режим, обновление характеристик футболистов и многое другое. Не буду скрывать, подход крайне поверхностный, что касается лично моего обозрения всего происходящего в игре, поскольку в данный проект я вообще никак не вовлечен после принятия участия в тестировании на консолях нового поколения, но полагаю, что для общего понимания дел у разработчиков, их планов и то, что представляет игра из себя на данный момент, я думаю, более чем понятно. Несмотря на то, что о UFL мы стали слышать крайне редко, учитывая игра вышла и прям вот каких-то интересных инфоповодов немного, тем не менее она продолжает свою деятельность, у нее есть свои планы, они вовсю пользуются коллаборацией с тем же самым Adidas, выпуская тематические
спонсорский контент, запуская кампании, отдельные карточки с партнерами и многое другое. Поэтому по данной части Strikers можно даже похвалить и в лишний раз обратить Konami на все это действие, чтобы они предприняли нечто подобное в отношении брендов. Есть те же самые Nike, Puma, New Balance, хоть последние и не совсем сосредоточены на футболе, но нечто подобное, конечно, было бы интересно увидеть и в рамках eFootball. Но, как я и люблю это говорить, что имеем, то имеем. Ваше же мнение, дорогие друзья, как и всегда, буду ждать в комментариях под этим роликом. Также не забывайте поддерживать его своими большими пальцами вверх и подписывайтесь на канал с колокольчиком, если вы находитесь здесь впервые. У меня же на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч.